Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Leste Games. Сегодня у нас на обзоре советский средний танк с задним расположением башни, 9-й левел, проходная прокачиваемая ветка, объект 430, вариант 2. Вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся изучать данный агрегат, начинаем с бронирования. Погнали. Итак, коллижн модель нашей брони 430 вариант 2. Ну и погнали. Корпус НЛД 129, ВЛД до 135. Сюда нас пробивает на левел меньше, восьмерки, обычными типами снаряд, даже не голдой, до семерки даже сюда будут пробивать. Брони в корпусе нет, тут только верхняя часть. Тут у нас хороший угол наклона брони, но кто туда будет стрелять. Башня у нас сферическая, соответственно, самые ослабленные места у нас вот здесь, вот ближе к стволу. 183, 200, 200, вот, ну, 188. То есть вот эти вот овалы, углы, они пробиваются. Маска у нас крепкая, там в районе 370. Вся остальная башня, в принципе, зашита неплохо. Там 300-400 плюс, лючки 207, 190. Боковое бронирование 60, соответственно, танковать только острым углом за счет приведенной брони, рикошета. Подставляем подбашенный цилиндр, вот здесь вот прям самый угол он пробивается, а дальше 7 пишет рикошет. Вот, в целом броня условно, слабая очень. Что-то есть в башне, но это опять же с нашим УВНом, тут в городе там играть, потому что на рельефных картах мы с такими УВНами не сможем применить эту броню в башне, никак. По основным модулям обязательно качайте топовую ходовую, топовый двигатель, топовую рацию, топовую башню. Тем более, что здесь добавляется чуть-чуть брони и обзора. Нас интересует топовое орудие. 320 альфа на основном, 320 на голде, 420 на фугасе. Пробитие на основном типе снаряд 246, на голде 330, ребята. Очень хорошее пробитие, да. 50 на фугасе. Пушка заряжает 7,5 секунд на стойке. ДПМ 2560, опять же это на стойке. Хорошая точность 0,35. 2 секунды время сведения. Касаемо полевой модернизации. Во втором слоте ставим легкосплавные узлы крепления, в четвертом плавающий прицел, в пятом антибликовую маскировку фар, в шестом слоте выбираем на обзор, да, и в седьмом слоте ставим настройку механизма прицеливания. По оборудованию ставим вентиль, просветленную оптику и досел. По снарядам основной у нас бронебойный летит 1015 метров в секунду, голда кумулятивная летит 900 метров в секунду, осколочно-фугасный снаряд летит 1015 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель я поставил до паёк. У нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам машин. Сначала плюсы. Хорошее пробитие на голдовом снаряде. У нас комфортное время сведения орудия, хорошая точность. Достаточно быстро заряжается пушка для своей альфы, наверное, все-таки, да. У нас хорошая подвижность танка. И, наверное, на этом все. Броня посредственная даже в башне. По огневой мощи у нас самый жирный минус это, конечно же, УВН минус 4, которые будут очень сильно мешать настреливать на этом танке. Касаемо живучести, у нас стандартный параметр 1600 хеллпоинтов, но учитывая наш картонный корпус и условно что-то там есть в броне, в башне, этого мало. Вот, по мобильности здесь все хорошо, действительно хорошо и в цифрах, и по факту. 55 вперед, 20 назад, почти 17 лошадей на тонну, и танк действительно хорошо едет, я об этом говорил уже. По незаметности на 30% с лишним можете рассчитывать, потому что, ну, перк незаметности экипаж я сюда посадил, где я просто не прокачан. Вот, по обзору мы чемпионы, да, у нас, да, забыл, кстати, сразу сказать по плюсам, у нас очень хороший обзор. На вентиле и на просветленке, ребят, 506 метров, здесь все круто. Но в целом, все равно, танк с задним расположением башни без УВН мне очень сильно не нравится, считаю это куском кала, ненужного вообще, в принципе, в игре. Отправляемся в бой, посмотрим, в принципе, на что этот танчик способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас объект 420.
430 вариант 2, прошу прощения. Советский средний танк. Да. 9-й левел. 9-й. Так, мы сильно углубляться в не будем. Мы превращаемся в ПТ. На этом танке по-другому играть просто невозможно. Ждем ЛТшку. Будет ЛТшка. Ну и где? Где наша ЛТшка? Походу ЛТшки, ребят, не будет. Ай-яй-яй-яй. Я так рассчитывал, что ЛТшкой угостят. А не хочет. Не хочет. 3 ЛТшки, ни одна не поехала на бугор. Вот наша поехала, рушечка. Давай, рушка, заезжай, не тормози. Давай, 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 давай. Все, заехала, молодец. Вот у врагов уже будут определенные проблемы. Ух! Мы помогли на отстреле. Раз. И в кустике. Все. Поганое дело сделали. Да. У нас вот на этом фланге все в дерьме. Откровенно говоря. Из СМЗ на охране стоит и все. Ну, наш тут, я думаю, давить будет. Смысла нам тут оставаться нет. О, ЛТ-вот где-то уже рядом. А ЛТ-вот он. Одного нашли на ЛТ-воде. Еще одного ЛТ-вода сбрили. Чтоб он не безобразничал. Так. Истри, ты давай там не быкуй. Между тем уже 6. Ну, ЛТшки у них все поотлетали. Это хорошо. Все, а наш что-нибудь на свете, что у них на базе нет? Так, чуть-чуть поблондить. Ну, гля, никого. На удивление. Не, блайдить голдой — это кощунство. Наверное, все. Где он там? Не видно. Бля, спрятался.
як тигра. Чуть пошлепали. А этот вот не видно, да? Да, это вот никак не достать. Вот, Литамус. Все, мы победили, ребят. 2700 сумм. Представляете, мы победители. Так, а он так оставил, что мы хер проедем, наверное, да? Не сможем. Ну-ка, с разгону! Блядь. В целом-то дела не очень, надо возвращаться, а не наступать. Наверное, лучше так. Ах, до плана еще стрелять. А план у нас 3500, я напоминаю. Прям вообще все пухло. Я подвижность есть. Что-то. Да шо ж ты за чертовский танк такой читерский? Это вот все вот. Вы посмотрите. Вообще не пробить. Это вот борт галочкой вонючий. Ну надо же. Пробили. Спасибо. А я ждал, когда Т-55 приедет. Ну ладно, сумма 3400, 3500 практически, как раз для девятки необходимые, по моим собственным внутренним нормативам военным, да. Восьмерка 3 суммарного настрела, девятка 3500. Сделали. Но это было легко? Нет.
У ВНов нету, сколько я с конем мучился. Была бы сейчас тут та же самая Т-54, Т-44, даже 8-го левела. Я бы уже коня, наверное, давно уработал. Вот, а так приходилось из-за отсутствия ВН плясать с бубном, исполнять и долго его распиливать. Но в целом, подвижность, вот что у этого танка хорошее? Это подвижность, вот, и это обзор хороший, да. Он изначально стоковый хороший, который можно еще подраскачать. Вот, это две вещи. В остальном же пушка дерьмо, ВН дерьмо, броня дерьмо, короче, все дерьмо. И это последний худший танк в этой ветке. Следующая десятка на К-91, который, да, она уже более-менее. Это последний танк в этой ветке на дерьме. Да, ух, как ты стреляешь, круто, стреляй в землю. Молодец, сразу видно специалист. Су-101, имба на голде, просто лютое пробитие 300 плюс. 320, по-моему, или даже 340. А вот видите, что он делает? Вот, что он исполняет. Броня хорошая, да, хорошая броня. Но в руках не танкистов, а это явно не танкист, аккаунт кого-то взял погонять, исполняет вот такое. О, кого это мы тут нашли? Оп, затаранили, разворачивайся, быстрее разворачивайся. Тебе в спину уже едет негодяй, вот он, и не один. Так, бля, 2 шота дал у себя. Ну дает. Ладно, в целом, ребята, объект 430 вариант 2, лютый кал, да. В рендоме вы никогда этот танк не увидите, потому что играть на нем некомфортно и нахрен он никому не нужен. По 5-бальной системе мы этому танку, пожалуй, дать глаза вверх подымем, такие подумаем. Ну, поставим 2 с плюсом, либо 3 с минусом. Видите как? Я 7-му левелу этой ветки ставил единичку с плюсом, да. А 8-му левелу 2 ставил, этому 2 с плюсом. Потому что у него как бы и вроде есть и обзор, и подвижность, все остальное дерьмо. Поэтому 2 с плюсом это же оценка, говорящая о том, что прошли ветку и забыли про этот танк. И да, этот танк именно про это. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч. Пока, пацаны, пока-пока. Товарищи танкисты. Все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет. Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома, разная микроэлектроника, товары для детей. Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.